Всем привет! Сегодня ко мне в руки попал вот такой американский сухой паёк. И сразу же у меня появилась идея его повторить. Но давайте для начала откроем его. Видим, что вся еда запечатана в вакуумные пакеты. А также есть ложка, разогреватель для еды и всякая мелочь, типа салфеток, жвачек, спичек, соли, сахара, кофе и апельсинового напитка, который по вкусу очень похож на фанту без газа. Здесь два основных блюда. Кладем между ними разогреватель, заталкиваем в пакет и заливаем водой. Подгибаем край пакета и пусть все это нагревается. Открываем уже горячими. Итак, похоже, в первом пакете начинка для тако из говяжьего фарша и овощей. В наборе еще есть упаковка с тортильями. Их тут всего две. Выкладываем на них фарш. Собираем тако и можно пробовать. В принципе, вкус неплохой, но уж слишком такой крахмалистый и ненатуральный. Второе блюдо — это рис с бобами, кукурузой и каким-то остреньким сливочным соусом. Это уже вкуснее. Также есть вот такой крем-сыр чеддер, который по идее нужно есть с тортильей, но их тут очень мало. А также микс орехов, изюма и конфет, похожих на M&M's. Похоже, этот набор не на целый день, а на один прием пищи, потому что еды здесь мало. Мы попытаемся все это повторить, только увеличим размер порций. Поехали! Начнем с апельсинового напитка. Чтобы сделать его натуральным, берем спелые сладкие апельсины. Достаем нож и разрезаем пополам. Из каждой половинки выдавливаем сок. Процеживаем его. Ставим на огонь. И выпариваем апельсиновый сок. Добавляем сахар и варим прям густую карамель. Выливаем на пергамент и ждем, пока остынет. После чего перекладываем в ступку. И дробим апельсиновую карамель. Она очень сладкая, поэтому, чтобы был баланс, добавим лимонной кислоты. Получается вот такая заготовка для апельсинового напитка, которую мы пересыпаем в пакет. И вставляем в вакуумную машинку. Она высасывает весь воздух и запаивает пакет. Готово. Следующее, что мы приготовим, это мясная начинка для тако. Берем кусочек хорошей говядины. Нарезаем сначала на полоски, а затем небольшими пластинками. Мясо подготовлено, теперь болгарские перцы. Срезаем мякоть с красного перца и с желтого. Каждый кусочек разрезаем вдоль. И нарезаем примерно так же, как и мясо. Раздавливаем головку чеснока. Затем прижимаем ножом и разбиваем зубчики. Благодаря этому они чуть ли не сами выскакивают из шелухи. Мелко их нарезаем. На половинках лука делаем продольные надрезы. И в поперек крошим на вот такие вот кусочки. Помимо этого нам нужна томатная паста и фасоль. Открываем. Подливаем на сковородку оливковое масло. Сначала идет лук. За ним мясо. И обжариваем, пока мясо не станет белым, а лук не зазолотится. Чеснок. Болгарский перец. Полбанки бобов. Перемешиваем. И томатная паста. Пару капель табаско. Вливаем полстакана воды и перемешиваем. Из специй красный перец. Свежемолотый черный перец. И соль. Перемешиваем в последний раз и готово. Тоже в пакет и вакууматор. Вот что получается. Самое время сделать чеддер в виде вот такого крем-сыра. Для него нужен тертый сыр чеддер, молоко, масло и мука. Небольшой кусочек масла бросаем в сотейник. 2 чайные ложки муки. И перемешиваем. Мука здесь загуститель. Прогреваем пару минут и заливаем молоко. Ну и быстро перемешиваем венчиком, чтобы мука растворилась. Открываем сыр. И пересыпаем целую пачку. Все это перемешиваем, чтобы сыр расплавился и вмешался. И продолжаем все это выпаривать, пока не загустеет, ну прям очень сильно. Ждем, пока все это остынет, и видим, что оно стало еще гуще. Тоже перекладываем в специальный пакет и в вакууматор. Получается вот такая красивая упаковка. Помните этот ореховый микс? Соберем то же самое. Арахис, изюм, миндаль,
А вместо M&M's вот такой качественный кондитерский шоколад. Запечатываем. Следующие на очереди тортильи. Тут все максимально просто. В миску высыпаем 170 грамм муки. Бросаем 20 грамм масла. Добавляем чайную ложку разрыхлителя. И руками все это перетираем с мукой. Вот такую крошку. Вливаем ровно 100 мл кипятка. И замешиваем тесто. От кипятка оно заварилось и не липнет к рукам. Вымешиваем до получения вот такого послушного теста. Кладем на пищевую пленку и заматываем. Оставляем на 10 минут. После этого оно стало еще более мягким. Отрываем от него одинаковые кусочки. Перекладываем на пергамент. Сверху накрываем еще одним листом. И раскатываем скалкой в тонкий блинчик. Чтобы он был идеально круглый, прикладываем круглый предмет. И выдавливаем. Все, готово. Остается только очень хорошо разогреть сухую сковородку. И бросаем на нее наше тесто. Оно начинает надуваться. Переворачиваем. И примерно секунд через 20 выкладываем готовую тортилью на полотенце. И накрываем вторым. Чтоб тортильи были мягкими, они должны остывать именно так. Всего мы сделали 6 тортилий. Тоже перекладываем в пакет. Вакуумируем и запаиваем. Из еды остается сделать только рис. Нарезаем чеснок. Болгарский перец. Лук чистим. И нарезаем мелким кубиком. А также перец чили. На разогретую сковородку всыпаем все эти овощи. Обжариваем. Открываем рис. И высыпаем в сковородку. Перемешиваем с овощами. Берем кубик куриного бульона. Открываем. И бросаем в сковородку. Заливаем водой и перемешиваем, чтобы этот кубик растворился. Накрываем крышкой. Пусть вода выпаривается, а рис готовится. И когда он готов, можно высыпать оставшуюся половину бобов и кукурузу из банки. А также все это заливаем сливками. Для цвета немного куркумы, паприка и соль. Перемешиваем. Все, блюдо полностью готово. Запечатываем его. И распределяем по пакету. Также в магазине мы взяли кофе 3 в 1, жвачки, одноразовые ложки, упаковали влажные и сухие салфетки, а также сахар и соль в пакетиках. И как в оригинальном пайке запаиваем все это в один пакет. А теперь подумаем, как все это будем греть. Бесплавный разогреватель сделать трудно, да и греет он долго. Мы возьмем спички и таблетки для розжига. Тоже все это пакуем, чтобы ничего не отсырело даже в сырую погоду. Мы собрали весь набор. У нас тут и микс орехов, шоколада и изюма, апельсиновый напиток, ложка и всякие мелочи типа салфеток, кофе и жвачек, набор разогревания пищи, тортильи, мясная начинка для тако, рис и сыр чеддер в виде крема. Все это перекладываем в большой пакет. А также в фотошопе я быстро накидал дизайн сухого пайка и распечатал. Засовываем его внутрь пакета. Запаиваем. И у нас получается полностью герметичная копия американского сухого пайка. Кладем его в рюкзак. И отправляемся тестировать в лес. Мы гуляли по лесу довольно долго. И когда действительно захотелось есть, решили остановиться и попробовать все, что мы сделали. С помощью ножа открываем наш паёк. Достаем основное блюдо, это рис. Надрезаем уголок и выдавливаем либо в котелок, либо в большую железную кружку. Также открываем набор для разогрева. Берем таблетку для розжига и кладем ее между какими-нибудь палками. Поджигаем. И сверху ставим кружку. Периодически помешиваем, чтобы оно нагревалось равномерно. И буквально через 5 минут получаем горячий гарнир. Протираем руки салфеткой. И можно пробовать. Это очень похоже на то, что было в американском сухом пайке. Вскрываем тортильи. И если в американском пайке их всего 2, то у нас целых 6. Поэтому можно их намазать сыром и есть как бутерброд. Кстати, сыр не просто похож на оригинал, он прям один в один. А также можно сделать много тако, которые на вкус благодаря начинке намного круче. Нет никакого вкуса крахмала, а просто максимально сытная, остренькая мясная начинка. И давайте наконец-то попробуем наш апельсиновый напиток. Наполняем кружку водой.
и нагреваем ее, потому что в холодной воде карамель не растворится. Бросаем ее в воду и размешиваем. Получается очень вкусный теплый апельсиновый напиток. Хотя по вкусу не такой, как оригинал. Там он все-таки прям как фанта, супер сладкий. А у нас витаминный и неприторный. А также под кофе можно есть наш микс из орехов, шоколада и изюма. Все остальное мы запечатали с помощью биндеров. Мы съели всего половину пайка и полностью наелись вместе с оператором. Следовательно, одному бойцу такого должно хватить с головой. В общем, я считаю, что повторить американский паёк у нас получилось. А если вы хотите продолжение этой рубрики, то просто ставьте лайки. 250 тысяч лайков, и мы продолжаем. А также пишите в комментариях, какие еще сухие пайки мне повторить. Вернее, каких стран. Подписывайтесь на канал и на инстаграм. Всем пока!